Доброе утро, зрители Stop Game! Я прочитал вчера все комменты к понедельничному выпуску и, ладно, уговорили, будет про Path of Exile 2 сегодня в инфакте. Но сначала давайте про GTA 6 поговорим, давненько ее не было. Да и сегодня никаких новых трейлеров не предвидится. Так а в чем дело тогда? Дело в том, что неопределенность в дате выхода этого миллион A блокбастера пугает издателей. Журналист Джейсон Шрайер поделился кое-какой внутрянкой. Согласно его сведениям, компании, чьи игры должны выйти осенью 25-го, до конца оттягивают раскрытие точной даты релиза, так как они боятся конкуренции с Grand Theft Auto 6. Неназванные издатели якобы ждут новостей от самой Rockstar и хотят убедиться, действительно ли GTA 6 выйдет в следующем году, или же игру перенесут на 2026. До тех пор они намерены откладывать запуск своих тайтлов как можно дальше. Так что отныне, в отсутствии четких дат релизов в трейлерах, можно официально обвинять Rockstar. Marvel Rivals внезапно хайпанула. Я в прошлом выпуске рассказывал об успехах игры, но ведь счетчик-то продолжает насчитывать новых игроков. За 3 первых дня командный PvP-шутер Marvel Rivals привлек более 10 миллионов человек. О внушительных результатах сообщили в соцсетях проекта. На выходных игроки улучшили показатель пикового онлайна Marvel Rivals в Steam. Его дотянули до 480-990 одновременных пользователей. Теперь шутер с супергероями расположился выше Fallout 4, Helldivers 2 и Among Us. Но пока уступает Terraria, Valheim и еще одной новинке. На днях студия Grinding Gear Games открыла ранний доступ к Path of Exile 2. Слышали о такой игре? Не? Несмотря на проблемы с очередями, тайтл смог оправдать ожидания разработчиков и привлечь свыше 578 тысяч одновременных игроков в Steam. Более того, согласно данным со SteamDB, сиквел PoE попал на 15-ю строчку в списке самых популярных игр по пиковому онлайну за всю историю цифрового магазина Valve, обойдя Valheim, серию Call of Duty, упомянутую Marvel Rivals и сотни других проектов. Забавно, что Rivals сама туда попала вот только что. Ранняя версия Path of Exile 2 доступна на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series. Для начала авторы предлагают опробовать способности 6 классов из 12, 3 сюжетных акта из 6, а также небольшую часть эндгейм-контента. Полноценный релиз планируется в течение следующего года. Кстати, для тех, кто не в курсе о модели распространения PoE, поясню. Полная версия сиквела будет условно бесплатной, но пока игра доступна только обладателям специальных наборов поддержки. Самый дешевый набор стоит 1398 рублей. При этом разработчики сделали исключение для наиболее преданных фанатов оригинальной Path of Exile. Геймеры, купившие наборы в первой PoE на общую сумму в $480, получили ключ к сиквелу автоматически. Приятно. Разработчики из Mantfish наконец-то раскрыли название и дату релиза третьего DLC для Atomic Heart. Дополнение «Чары морских глубин» стартует 28 января на всех целевых платформах. Трейлер у вас на экране. Напомню, что DLC предлагает продолжение основной сюжетной линии, где майору Нечаеву предстоит вернуться в научно-исследовательский комплекс Челомей и посетить свежие локации, в том числе подводные. Atomic Heart доступна на ПК, PlayStation и Xbox. Вплоть до 16 декабря на игру действуют нехилые скидки. Независимая студия Legion представила анонсирующий трейлер своего дебютного экшена под названием Covenant. По описанию, проект является FPS Souls-лайком с элементами метроидвании в мире темного фэнтези, где помимо сюжетной кампании заявлен кооперативный режим с поддержкой PvP. Как будто описание проекта из тегов собрали. На главной роли стоит так называемый посланник, ангел-воитель, исполняющий волю создателей. Герой должен пойти по следу своего предшественника, чтобы узнать подробности его гибели и раскрыть великую тайну мироздания. Разработчики обещают представить обширный мир с взаимосвязанными локациями для исследования, сложные битвы с боссами, головоломки, платформинг, а также разнообразный арсенал оружия и способностей. На данный момент в списке целевых платформ для Covenant значится только ПК. Других подробностей тоже нет. Как вы наверняка знаете, официальный запуск Indiana Jones and the Great Circle уже состоялся. В тот же день свет увидел первый патч для игры. В нем завезли крупный апгрейд освещения, также известный как трассировка пути. Красивый свет доступен, если что, только на видеокартах от Nvidia, плюс необходимо как минимум 12 гигабайт видеопамяти. Трассировка пути выглядит прям достойно, особенно в кат-сценах, нравится. Что касается других деталей патча, то там в основном заплатки и незначительные
сильные изменения в интерфейсе. Впрочем, это не значит, что в игре нечего фиксить. Как минимум, есть неприятный баг с DLSS. При включении технологии FPS может заметно просесть, а чтобы его пофиксить, нужно DLSS выключить и включить обратно. Косяк обещали решить. Также специалисты пообещали внедрить поддержку технологии масштабирования AMD FSR. В настоящее время можно выбрать только между TAA и DLSS. Организаторы The Game Awards 2024 объявили о начале третьего и заключительного раунда номинации «Голос игроков». Геймеры могут проголосовать за своего фаворита вплоть до 12 декабря. Голосование начиналось с 30 претендентов, затем их число упало до 10, а в пятерку финалистов попали Black Myth Wukong, Genshin Impact, Elden Ring Shadow of the Earth 3, Wuthering Waves и Zenless Zone Zero. Ну и список, ей-богу. Церемония награждения The Game Awards 2024 стартует 13 декабря в 4 утра по Москве в театре «Павлин» в Лос-Анджелесе. Не знаю, что вам делать конкретно с этой инфой, можете туда заглянуть, наверное. По традиции, параллельно с живым представлением будет идти онлайн-трансляция. А у нас онлайн-трансляция онлайн-трансляции. Кстати, Джефф Килли дропнул, иначе не скажешь, так называемый хайп-трейлер церемонии. Тут на фоне новости крутился. Классно чувак монтажит. Ну и напоследок расскажу про любимейшую из живых сессионок. На нее всем пофигу, но мне-то нет. В онлайн-шутере The Finals стартует уже 5-й сезон. Одновременно с этим игре исполняется целый год, поэтому дата для авторов знаковая. Каким-то удивительным образом разрабы из Embark ради меня и еще 5 фанатов в этом патче подготовили новую мексиканскую карту, несколько пушек, гаджеты, режим 120 кадров в секунду для консолей и рабочую версию игры для PS4. Последнее особенно удивительно. Ну и в трейлере все это показали. Если захотите сыграть вместе, то качайте патч 12 декабря на PS5, Xbox Series или на ПК. Порадуйте разрабов, ну и меня. А вот и все новости на сегодня. Заглядывайте к нам на сайт. Возможно, там вот только-только появился новый классный видос или текст. Кто знает. Ну и про лайк не забудьте. Его не на сайт, его под видос. Хорошего вам вторника. Пока!